Приветствую вас! Бывают автопоезда грузовые, способные перевозить большое количество грузов на большие расстояния. А бывают автопоезда и пассажирские. И разработки таких транспортных средств велись во многих странах. Ведь многим странам хотелось решить проблему загруженности автобусных линий. В Советском Союзе это был ЗИЛ-151 с пассажирским полуприцепом Т-100. В ГДР еще в 1945 году разработали свой автопоезд, который имел название Opel Schumann Bus. А в Америке был автобус с интересным названием Santa Fe Travels Victory Liner, который развозил людей к месту работы. Не обошла стороной этих разработок и далекая Австралия. Там тоже требовался вместительный автобус, способный развозить большое количество обслуживающего персонала между железнодорожными станциями Френантоне и Морнингтоне и многочисленных военных на военно-морские базы. Также такой автобус хотели использовать и как туристический. И таким человеком, который смог воплотить в жизнь создание подобного автобуса, стал Рой Вебер, инженер-проектировщик транспортной компании Dinsons Peninsula Motors. Свой будущий автобус, построенный в 1945 году, он назвал Fowler Landliner RV-41. Автобус представлял из себя довольно-таки длинный полуприцеп, длиной 14 метров, на который установили каркас и обшили фанерными листами. А для лучшей обзорности установили по всей окружности автобуса окна. Силовыми агрегатами послужили два бензиновых V-образных 8-цилиндровых двигателя Ford мощностью 85 лошадиных сил каждый, которые установили на двухосной поворотной тележке, которая играла роль тягача. Это решение позволило избавиться от шума двигателя в салоне. Двигатели работали в тандеме и передавали крутящий момент на свою ось. Управление тележкой велось при помощи гидравлики, которая в свою очередь была соединена с рулем, находящимся на водительском месте за лобовым стеклом. Гидравлическое управление имели и другие исполнительные механизмы. Тормозная система была раздельной, двухконтурной. К обустройству салона подошли творческие с размахом. 30-местный салон имел авиационные кресла, которые помогали преодолевать долгий путь в поездке с комфортом. А на полу были уложены ковры. Для пассажиров имелись в распоряжении туалет, чайная и смотровая комната. А чтобы пассажирам было не так жарко, установили также холодильную технику. Закончивший свой автобус, Вебер представил его общественности, где собралось немало зевак. А после этого компания запустила его по маршруту развозить туристов. Но проработав всего год, автобус попал в аварию, которая поставила дальнейшее использование автобуса в штате Виктория под сомнение. И все из-за его тяжелого управления автобусом при помощи гидравлики. И компании Dinsons пришлось продать комфортабельный автобус западным железным дорогам. Но и там его не сильно радовали, ввиду его гидравлического управления. И в 1947 году парламентский комитет порекомендовал его переоборудовать под механическое управление. И уже в 1948 году в качестве движущей силы получил бескапотный грузовик Ford NV6 вместо активной тележки, и при этом лишившись всей роскоши внутреннего интерьера. И уже не отличался от большинства подобных пассажирских полуприцепов, коих было огромное количество. В таком виде он проработал до 1968 года, пока его не переделали окончательно в грузовой автомобиль. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, до новых встреч!